Есть ощущение, которое люди редко произносят вслух, но оно узнается сразу. Ты просыпаешься и будто живешь не свою жизнь. Ни чужую, ни плохую. Просто не свою. Как будто ты играешь роль в пьесе, сценарий, который написан давно, и ты каждый день выходишь на сцену и повторяешь одни и те же реплики. Утро, дела, вечер, сон. Снова утро. И где-то внутри тихий шепот. Это не то. Я пришел сюда не для этого. Самое странное, что внешне можно менять многое. Работу, город, отношения, даже окружение. Но ощущение повторения остается. Меняются декорации, сценарий тот же. И в какой-то момент возникает мысль. Может, так и выглядит жизнь? Может, у всех так? Нет, не у всех. Есть люди, у которых другое качество движения. Они не выглядят как те, кто дожимает жизнь усилием. Они будто живут изнутри, и жизнь начинает отвечать. Они не суетятся так, как будто все рушится. Они не торгуются с реальностью каждую минуту. И вопрос не в том, что им повезло. Вопрос в механизме. Древние называли это колесом сансары. Обычно об этом говорят как о перерождении после смерти, но в ранних учениях это описывалось как повторение одних и тех же внутренних состояний изо дня в день, пока человек их не распознает. Если убрать мистику и оставить суть, сансара работает прямо сейчас. Это круг повторений, это жизнь на автопилоте. Когда ты думаешь, что выбираешь, но на самом деле повторяешь. Когда ты думаешь, что действуешь из себя, но действуешь из старой программы. Ты просыпаешься, и мысль уже включилась. Ты еще не встал, а день уже понятен. Ты знаешь, каким он будет. И именно это знание иногда давит сильнее всего. Обрати внимание, ты не выбирал эти мысли. Они просто стартовали. Ты знаешь это состояние, когда утром еще есть несколько секунд тишины, и потом щелчок, телефон, сообщение, чужая эмоция, и ты снова внутри дня, который уже знаком. И если честно, большинство даже не подозревает, что в эти минуты можно собрать себя иначе. И ты даже не замечаешь, как это начинается, потому что это нормально, это привычно. День проходит, и ты снова оказываешься в той же внутренней точке. Завтра снова. Проблема не в том, что с тобой что-то не так. Проблема в том, что большую часть времени решения принимаешь не ты. Их принимает привычка, старые убеждения, страх, дефицит, напряжение, то, что давно записано в глубине. И пока ты не увидел этот механизм, ты действительно проигрываешь запись. И вот тут очень важная часть. Каждый день ты словно умираешь и рождаешься заново. Это звучит драматично, но в реальности это просто описание процесса. Ночью, во сне, твой дневной контроль ослабевает. Роль, имя, история «Кто я?» на время уходят в тень. Связь с привычной реальностью становится тоньше. А утром происходит сборка. Сознание снова заходит в тело. Снова поднимается личность. Снова загружается сценарий. Имя, история, роль, задачи, привычные эмоции, привычный тон. И вот здесь есть окно. Короткое, но реальное. В эти минуты можно собрать себя по-другому. Не стать другим человеком, а просто не включить старую пластинку автоматически. Чуть иначе настроить внимание, чуть иначе выбрать, откуда ты смотришь на день. Но что делает большинство? Хватает телефон и за секунды загружает в себя чужие мысли, чужие эмоции, чужой шум. Новости, сообщения, лента. И окно закрывается. Ты собрал себя по старому шаблону. Те же реакции, тот же внутренний тон. И день начинает идти по той же ветке. И теперь мы подходим к вещи, которую современные люди называют по-разному. Ветки вероятности, выбор реальности, многовариантность. Но суть проста. В каждый момент у жизни есть несколько продолжений. И дальше реализуется не та версия, которую ты хочешь словами. Реализуется та версия, на которую ты настроен. Возможно, ты сейчас думаешь, звучит красиво, но при чем здесь я? Но обрати внимание, у тебя уже были моменты, когда один маленький выбор неожиданно менял многое. Ты просто не называл это так. Представь радио. В эфире тысячи волн, но ловишь ты одну,
ту, на которую настроен приемник. Так же и с жизнью. Твоя внутренняя настройка – это то, что ты излучаешь. Состояние, убеждение, привычная эмоция, фон тела. Если внутри постоянно звучит нехватка, мир будет подтверждать нехватку. Если внутри тревога, будут ситуации, где тревога имеет право. Не потому, что Вселенная наказывает, а потому, что ты удерживаешь именно эту частоту. И реальность отвечает на нее. И вот здесь у многих появляется сопротивление. Но я же хочу другое. Я хочу любовь, деньги, свободу, нормальную жизнь. Да, ты можешь хотеть это головой. Но если в глубине звучит другое, напряжение, недоверие, ожидание плохого, стыд, страх, мир отвечает именно на это. Не на слова, на тональность. И тогда главный вопрос становится не что мне делать, а на что я настроен. Потому что действие – это следствие. Они всегда растут из состояния. Если состояние старое, ты можешь делать новые действия, но будешь делать их старым способом и получать старый результат. Тогда возникает простой вопрос: а что реально является рычагом? Твое внимание – это то, чем ты выбираешь ветку. Куда уходит внимание, туда уходит энергия. А куда уходит энергия, там начинает собираться реальность. Проблема современного человека не в отсутствии таланта, не в отсутствии шансов, а в том, что внимание не принадлежит ему. Оно разорвано. Телефон, лента, сообщения, задачи, тревоги, разговоры, шум. Энергия распыляется, и ты не можешь совершить сдвиг. Поэтому люди годами хотят изменений, но остаются на месте. Они думают о цели 5 минут, а остальное время живут в старом сценарии. И реальность откликается не на 5 минут. Она откликается на основную тональность твоего дня. Но есть рычаг еще глубже, чем держать фокус. Это позиция наблюдателя. Пока ты внутри эмоции, ты ею управляем. Пока ты внутри мысли, ты ею управляем. Программа работает только тогда, когда ты отождествлен с ней. Когда ты думаешь «это я, это правда, так всегда». Ты уже был в этом месте, когда вдруг ловишь себя на мысли «ага, вот он, этот сценарий». И в этот момент что-то ослабевает. Не исчезает, но уже не держит так крепко. Если ты хоть раз это чувствовал, ты знаешь, о чем речь. А теперь просто почувствуй разницу, когда ты замечаешь «ага, во мне включилась тревога», «ага, пошел старый сценарий», «ага, снова это напряжение». Ты уже не полностью внутри, ты вышел на слой выше, и на этом слое появляется свобода. Свобода не в том, чтобы никогда не бояться и никогда не срываться. Свобода в том, чтобы видеть — это программа, это шаблон, это старая реакция. И тогда ты можешь не следовать ей автоматически. И сейчас я хочу дать очень простой поворот без волшебства, просто как проверку. Поймай, что у тебя включается чаще всего. Какая программа держит тебя на старой ветке? Нехватка, спешка, самообвинение, ожидание, что потом как-нибудь, страх ошибиться, желание всем понравиться. Не исправляй, не спорь, не объясняй. Просто назови. Потому что то, что названо, уже не действует в темноте. У сансары есть одно условие. Ты ходишь по кругу ровно до тех пор, пока не замечаешь, что ходишь по кругу. И в этот момент что-то начинает меняться. И теперь ключевой вывод. Все это не требует от тебя резких решений, не требует сломать жизнь, не требует ухода в горы. Требуется другое. Ежедневное возвращение внимания к себе, к состоянию, к наблюдателю. Маленькое, но настоящее. Если ты хочешь остаться в старом круге, достаточно ничего не делать. Просто кивнуть, закрыть видео и прожить еще 1 год тем же способом. Жизнь сама все сделает за тебя. Она просто продолжит крутить запись. Но если ты хочешь выйти, начни с самого малого. Не с подвигов, с наблюдения, с честного узнавания своей программы и с возвращения внимания туда, где ты опять становишься собой. И у меня к тебе один вопрос. Напиши в комментариях одну вещь, всего одну, какую программу ты увидел в себе сегодня. Мне всегда не хватает. Я должен заслужить. Я боюсь начать.
Я не имею права хотеть больше. Любую одну. Когда ты называешь программу вслух, она теряет часть власти. Это первый шаг к выходу из круга. И это проще, чем кажется. Все это не требует от тебя резких решений, не требует ломать жизнь или куда-то бежать. Иногда достаточно просто перестать спать внутри своей жизни. Если ты сегодня узнал в себе хотя бы одну программу, этого уже достаточно. И перед тем, как закончить, я предложу очень простую практику. Момент возвращения к себе. Прямо сейчас, не закрывая видео, просто обрати внимание на тело. Где в тебе сейчас есть напряжение? Не убирай его, просто отметь. И задай себе один вопрос. Без ответа умом. Что во мне сейчас хочет быть, но я не позволяю? Не ищи ничего большого. Это может быть мысль, чувство, сопротивление или тишина. Если что-то откликнулось, достаточно. Ничего не нужно делать прямо сейчас. Просто запомни это место. Именно отсюда начинается живое движение. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник. Она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.